What's her name? What's her name? What's her name? What's her name? Miss White Cocaine. What's her name? What's her name? Miss White Cocaine. She keep me up all night, steady and draining. One of my personalities and maybe some tempted me to do some crazy and idiot shit, like clicking and having the feeling ready to dump another body, get it. This shit, it seems I'm quick to grab my grip, popping my clip and take my forward to hold me up and not already do. Somebody gets my wheel. I know what the nigga put the thing to stay alive with a gun to his head. He's better up there. No comments were made. Instead, I spray. Spit that red rubber, the slug in his dome and his body just laid. Deep in the grave, I just grab me a shovel, dig up the dirt. Put in my work as his soul just lurks. Put them on the body that was there first. And just like Sprite or a baby. What's her name? What's her name? Miss White Cocaine. What's her name? What's her name? Miss White Cocaine. She keep me up all night, steady and draining. What's her name? What's her name? Miss White Cocaine. What's her name? What's her name? Miss White Cocaine. Ну что, привет, 101 эпизод. Вот и началась новая глава. Период сотого времени прошел идеально, я с кайфом провел время дома. Надеюсь, всем понравился 100-й эпизод. На момент съемки вот этого уже 101 эпизода я еще ничего не смонтировал. Нужно здесь поработать, нужно здесь поснимать и для себя, и для Илюхи Кикдауна. И надеюсь, может, еще для кого-то найду, что поснимать. Пока что здесь базируемся какое-то время. Надеюсь, что недолго. Надеюсь, куда-то в ближайшее время отсюда поедем что-то снимать. Может быть, куда-то опять в Грузию, может быть, в Баку. Не знаю, какие-то есть такие мысли. Но все посмотрим по ситуации. Перед моим отъездом в Ростов для съемок 100-го эпизода мы переехали в другую квартиру в Дубае, которая дешевле, чем та, которая была у нас там, из-за того, что она по контракту на год. Вот я уже здесь, вот мой рабочий стол. Ну и немного бардака. Бардак показывать не буду. Exchange постели происходит. Здесь вот такой огромный шкаф, в который можно зайти даже. Здесь мои вещи, здесь Алинкины. Скейтбордерская жизнь вообще уже куда-то в шкаф спряталась. Хоккейная форма здесь. Это типа зал. Тут такой четкий удобный диван. И сразу кухня, тут вход. Алин, как ты вообще? Скучала? Скучала по мне? Там же не убрано. Где? Нет. Как есть? Нет, Виталик, ну это некрасиво. Я вот так рукой прикрыл. Туалет, душ. Огромное зеркало. Душ. Двоечка тут. Тебе самому стыдно? Ну не снимай. В смысле, а что тут? Все нормально? Что не так? Нормально. Ну вот что, да вот что? Куча полотенцев лежат. Полотенец, а не полотенцев. Так, все, снимаю только убранный уголок. Уголок с Hot Wheels. Я решил взять часть, которую, в течение не знаю, последнего, наверное, года я их собирал. Какие-то есть еще в Ростове, но такие самые прикольные взял с собой, чтобы сделать вот такую стенку Hot Wheels. Чисто для общего кайфа. Зетка новая с той квартиры переехала. Huracan. Liberty Walk. Улицу покажу позже. Но тут больше нет стройки, которая была у нас под окном. Теперь тут тишина. И это кайф. Чего? Как не открывается? Ну как? Да. А теперь надо выжать сцепление. Левая нога теперь тоже нужна. И что дальше? И теперь заводишь. Надо значок где-то найти. Я думаю, по названию уже все поняли, что мы купили 3 М3 из Японии 92-х. Точнее, сначала их купил Довик с Абасом, а потом они мне говорят: слушай, у тебя же есть бюджет на то, чтобы привезти М2 в Дубай. Может быть, лучше тебе тоже закажем? Я так подумал, что, может быть, реально М2 лучше оставить дома. Плюс у меня как раз были там непонятки по транспортной компании, что та транспортная компания, которую я нашел, отказалась меня везти из-за русских железок, а все остальное было сильно дороже, и мне не хватало. Я подумал, может, это знак. Вот так спонтанно и случайно я стал обладателем М3-92. Еще не до конца, мне еще нужно, естественно, за нее отработать. В ней большая часть моих денег, но не вся. Так вот, еще судьбоносно. 61 место. Ростов. Машина 2007 год. Это самая первая вообще М3-92. Она появилась на свет
осенью, так же как моя М2 в сентябре, только 2007 года. За эти 15 лет она проехала всего лишь 120 тысяч километров. Это как бы относительно 15 лет не так много, но в целом это, конечно, много. Но японские 120 тысяч очень сильно отличаются от наших 120 тысяч, поэтому посмотрим, что у нее по техническому состоянию, пока непонятно. Работает ровно, слышно, что надо менять подушки мотора, потому что она вибрирует, подушки коробки. Ну, такое, как бы все работает ровненько, но при этом в салоне какая-то такая вибрация есть. Внешне по кузову аукционная оценка у нее была 4,5. Да, эта машина именно с аукциона. То есть она не с автосалона, с Японии, она именно с японского аукциона. А аукцион не врет, насколько мы знаем. Написано было, что она не бита, не крашена, то есть за 120 тысяч ни одной запчасти не покрашена. В целом это выглядит как правда, но надо ее толщиком побить. Написано было, что есть какие-то мелкие течи масла и чуть-чуть провис потолок в салоне, ткань. Я потом покажу. Я думаю, что это тоже из-за плохой химии, из-за какой-то химчистки, короче, не очень качественная. Машина полностью дорестайлинг, даже на дорестайловых ноздрях. Отличие тем, что внутрянки на рестайле черные, а у меня хромовые. И мне очень нравится, что она вся в родне. На родных 18-х колесах, где должен быть хром, везде хром. Дорест фонари, никаких спойлеров, хром насадки, карбон крыша. Все. Ну и самое главное, она на механике. Самое главное, она на механике. Но это особенность, это особенность. Самое главное. Да ты кайфанешь, мы тебя научим еще. Настоящий V8, 420 сил, атмосферный. Все номера фар, я все проверил, все одинаковое, все родное. То есть фары родные именно сентябрь 2007 года. И они одинаковые. Они, конечно, затертые, но как бы эта машина стоит, чтобы вы понимали, дешевле, чем моя Сильвия. Поэтому ей простительно затертые фары. Еще проблема. Либо из-за жары, либо просто от усталости насосики не держат капот. Нужно хотя бы один поменять, чтобы он держался. То он со временем падает. Чуть-чуть он провисший, но это, мне кажется, такая мелочь, что слишком сильно позже можно это все сделать. Салон не потертый, его чуть-чуть почистить, потому что он чуть блестит. А так все кнопочки, все механические элементы того времени, все работают. Я с этого вообще пипец как кайфую из-за того, что тут много механических эффектов. Да, тут старая мультимедиа. Ну и фиг с ней, нет? Зато я из Ростова привез диски Басты настоящие. 3, правда, привез. Больше не поместилось. А тут как раз есть CD-чейнджер. Все работает. Сейчас покажу. Короче, все бумажечки с нее, все на память оставил. Все эти японские квиточки. Там еще полная книжка, техосмотр, всякие. Ну, короче, все оригинальное, ее японское, заводское. Все есть. На сегодняшний день что? Ребята уже поставили машины свои на учет. Я нет, потому что, скажу как есть, пока что нет возможности это сделать. Это не требует много затрат, но именно сейчас пока что не могу, но надеюсь, в этом эпизоде уже поставлю ее на учет, чтобы хотя бы легально на ней можно было ездить по городу. Дальше, естественно, нужно думать про вкладыши. Непонятно, когда их меняли, ну и лучше не рисковать, не гадать, а поменять их сразу. Да и все. Я не думаю, что с ней какие-то проблемы. Радует, что на ней нет никакого тюнинга, соответственно, скорее всего, каких-то гонок она не видела. Мне нравится, как она выглядит, мне нравится, что она полный сток. Ну и посмотрим, что это будет. 3М3, 3М3, 3М3. Еще и белые. Ну ладно, пока только 2 легализовали. Короче, из-за того, что тачки японские, у них там своя какая-то тема с радио под японские волны.
И в Дубае не все волны ловят, и вот ребята кодируют это, кодировщики тут на районе. Ну, у Довика вообще сладкая, конечно, машина. 50 пробега, она по состоянию, как наши М2, наверное. Из тюнинга только спойлер карбоновый. Все остальное сток, диски, выхлоп. У Аббаса чуть, конечно, машина такая на пружинах, на каком-то выхлопе, на банке. Неплохо звучит, кстати. На китайских черных колесах, на китайских ноздрях и на, наверное... У меня есть ноздри. Есть ноздри? Я купил. Правильно. Черный M-Performance. А вот эти клыки будешь снимать? Если буду ставить губу, да. Если нет, ну, Ну вот. Ну чё, сосед, как дела? нормально. На стиле. Презентуй. Это что такое? Что это? Подарок тебе на новоселье. Вы что, серьезно, что ли? Да, осторожно. А что это? Посуда? Да. Это тарелки из Икеи. А, понял. Набор из Икеи? Не, серьезно, что это? Блин, ну вы чё? Hello! Алина, нам подарки какие-то купили, блин. Посуду. Ты что, Xbox, что ли? Вы чё, блин? Реально Xbox? Ну пипец, вы чё? Хотел тебе PlayStation такие детские. Что, брат, чтоб я в детские игры? Блин, ну это же дофига. Спасибо вам большое, блин. Мне теперь неудобно. Спасибо. Белых не бывает, по-моему, да. А я его говорю, что слушай, нужно купить белый. Я ищу везде, и налево, направо, Ничего Блин, не спасибо понимаю. вам большое, реально, еще заморочились. Белые искали, блин. Да, 10 минут да. осталось. Сейчас, блин, офигеть, еще и с Форзой. А кондиционер не включен? Он включен же. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking ass. Too early for your fucking nails. You running out of shoes to wear, so I bought you another pair. Girl, I got you another dress, so bring your ass up down them stairs. I buy you shit because you rare, and plus because you know I care. Bitch, you know you love it here, that's why you keep on coming there. Your nigga can't compete, I swear. He tried but now he look too weird, baby. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Ну что, этот день наконец-таки подошел к концу. День оформления, техобслуживания и постановки, и получения номеров. Пал прямо в 9. Ну, брат, видишь, что хотел, то и получил. Аббас у меня спрашивает, вот какие кайф номера? Ну, тут нельзя выбирать. Я говорю, ну кайф, чтобы было либо 61 сочетание, типа ростовский регион, либо 92 название кузова. Ну, ты рад? Безумно. А ты? Конечно. Что, все, мы теперь легальные гонщики? Да. Куда поедем? Все, легализовались. Квадратные, японские. В общем, сегодняшний день мы посвятили тому, чтобы подготовить мою машину к техосмотру. Прежде чем получить номера, машина должна пройти техосмотр. Ее там всю проверяют на потеки, не потеки, а у моей М3 были потеки. И резина у меня была старая, поэтому машина на Довика колеса. Перед техосмотром мы заехали в сервис в Octane. Там нам все потеки убрали, чтобы не докопаться. Ну, в смысле, убрали. Не починили, а просто почистили от масла. Короче, вся машина жестко вибрирует. Но я думаю, что это из-за подушек мотора и подушек коробки. Она прям на месте стоишь. Прям жесткая вибрация идет по салону. Ну, не прям жесткая, но такая чувствуется. Еще что-то трет. Ну вот, первый раз, получается, едем больше 10 км в час. 10 километров проехал. Ощущение, что суппорт цепляет диск.
Feeling like I'm about to lose my mind. Да. Не знаю. Чешет, дымит уже, блин. Я буду вас обнимать под все липки. Че, вот жарко, брат? Брат, конечно. Я вышел в шоке, если честно. Я вышел, мне вот так теплое прям ударило. Да, это когда с кондера резко Хорошая выходишь. банька, в принципе. Вас вместе вас обниму. Садись, боржоми холодная. Поехали спать. А тут совсем другое дело, конечно. Как тебе без ковшей? Удобно назад залазить? Без ковшей, да, кстати. Но с ковшами было бы неплохо. С ковшами уже привык, на самом деле. Разницы особо не вижу никакой. Что так. Блин, а тут... Вот оно. Идеальное утро. Яичница на толпу. РДС. Прямой эфир. Кофеек от Кольчика. Мы, короче, пожарили грибы. Они ужарились, стали меньше. Посолили. Лук-порей. Потом, не сразу с грибами, чтобы он не сгорел. Сейчас мы добавим перец, он поджарится. Потом помидор. Это все начнет тушиться. Добавим чуть-чуть томатной пасты. И зальем это все 6 куриными яйцами. Профессионально получается. О, пошло все туда. Салам алейкум, батон. Ну ты батон, говорит, купи. Ну а что это? Это багет. Оставь, брат, эти слова. Хлеб есть хлеб. Здорово. Здорово. Здорово, Кольчик. Здорово. Ну что, продал часы, брат? Сегодня нет. А купил что-нибудь? Нет. Все, если что, пишите, да, брат? до мира. То есть это не просчет. Бро, ну что, вкусно? Мы выехали в ветреную пустыню, чуть-чуть подснять красивых кадров с XM. Ну как тебе, брат, жарко? Всем привет. Ветер Погодка дует. самое то, погулять, шашлыки на открытом воздухе. Так, я, значит, сегодня буду снимать пролеты на FX3 с объективом 50 1.2. Ну что расскажешь, Вета, как вообще тебе? Вот машина? Ты видел хоть раз такое? Нет. С электромотором и с V8 двумя турбинами. Полный привод. Полный привод. Не муфта. Хорош. Мне очень нравится. Внешне очень красиво. Внутрь будем залазить? Мы сейчас будем писать кадры вот на эту шикарную, вот на этот прекрасный спек. А это можно поближе сниму? Вообще, это мечта. Ну это Я вы... такой себе куплю, и у меня не будет тряски в роликах, потому что у меня руки трясутся, видимо. Это даже я смогу снимать? Да. Короче говоря, камера FX3. Может быть, действительно сейчас очень жарко, показывает 41,5. Но она моментально греется. Как только я ее вытаскиваю в окно, она выдает, что камера перегрелась. У меня камера A7C. Это сильно проще камера. Она... У меня бывало такое, но от беспрерывной съемки. Вот так, чтобы на жаре она выключалась, такого у меня не было. Странно, почему так. Я весь пипец, у меня вся голова в песке, посмотри.
Нужно, конечно, расти в эту сторону. Ну и по-любому когда-нибудь я к этому приду. И к фикс-объективам, к разным. И к вот такой вот тушке. С бешеной стапой. По идее, с бешеным охлаждением, но почему-то греется. Тут все как и с тюнингом машины. Чем машина проще, тем она меньше ломается. Также и с фотиком. Чем он проще, тем он стабильнее. Ну чё, блин, техничка? Чё? Говорит, да я сейчас газку дам, проедем. Это нереально было сделать. Так ты газку не дал, ты просто заехал, остановился, брат. Мы бы не проехали. Ну все, с почином. Дубль 2. Благо местные ребята всегда выручают. Вот фотопруф вам, чуваки. Вот как я должен был выехать? Вот как? Брат, ну посмотри на глубину. Ну скажи теперь честно, можно было проехать? Да, проехали бы 100%. А мне кажется, что нет. Автофанатов у нас на канале очень много, но не у всех есть возможность реализовывать свои идеи в жизни. Но решение есть. CCD Planet. Зимними вечерами так и хочется окунуться в теплую атмосферу эпичных заездов на наших спортивных автомобилях в компании единомышленник. Хотите раздать боком, пошашковать или заехать с кем-то по прямой? Тогда вам точно на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который может удовлетворить интересы любого автолюбителя. Кастомные винилы, возможность внешней и технической кастомизации. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Постоянные сходки и выставки, где каждый может представить свою тачку в лучшем свете и пообщаться с ребятами на общие темы. Многие уже знакомы с этим проектом, поэтому самое время залететь на сервер. Проект разрабатывался с душой, поэтому я уверен, что ребята смогут развлечь вас в эти жаркие праздничные дни. Также для моих зрителей доступен промокод с приятными бонусами, которые помогут вам на старт. Игру можно скачать по ссылочке в описании. Там же будет и промокод с инструкцией по активации. Наслаждайтесь. Чище стало как-то, да, тоже? Смотри, X5M стоит. Или не X5M. Будь осторожен, здесь так остановишь, они придут на форклифтом занесут. Реально разберут ее по-быстрому. Как черный, бля, распилят нахуй. Пипец, ты реально вот машина донор? Да. Что хочешь, Офигеть. можешь снять. 92 сзади неплохо. Твоя. И тут чисто BMW, да? А, ну Мини Купер, не, Мерседесы. Скажи, как лопата гребет запчасти. Прикольно. О, Довик, надо что-то. Хорошо, что я в белой майке сегодня. Вот она. Реальность владения Е92 М3. Мощные диски, Реально? зеркала мощные, сиденья мощные. И вот это все можно с нее снять и купить, да? Или целого. Ой, это целиком морды можно купить. Как это называется, когда морда в сборе? Алинкина. О, блин, выглядит страшно, если честно. Да, супер. О, привет. Коробки. Офигеть. Просто кладбище машин. Салам алейкум. Короче, Аббас хочет себе рестайлинговые задние фонари, а мне значок бы назад. Какой ужас. Так, пацанва, если вдруг кому-то нужен будет адрес, вот это вот Шарджа ОАЕ Ареа 3. Это мы в Шардже, да, это уже не Дубай. Это где-то час ехать от Дубая. Да, это очень сильный контраст, когда у тебя на горизонте небоскребы, а тут пацаны сидят, чилят. И М3 стоит. Это жизнь. Не всегда все так, как на картинке. В судьбу веришь? Верю, а что такое? Стачок? Новый. Реально? Оригинальный? Офигеть. Че, ты нашел задние фонари? Нету, есть 93. Нету на 92-ю? Вот Блин. брать CNC, CIC, CCC, C-хуй-C. О, реально. Что Мультимедиа и все. То есть здесь можно взять голову. Здесь хоть МБТ можно собрать, смотри. У нас с Аббасом дорестайловые машины. И у нас, да, у нас не СИС, а как он называется? ЦЦЦ. ЦЦЦ. Короче, это вообще кассетный магнитофон, который CD-диски крутит.
И там нету ни блютуза, ничего. Вот это здесь у него где-то должно быть написано CIC. Это я не знаю. Ну вот, наверное, CI. Да. Вот же судьба у тебя, малышка. Спросите, сколько она стоит? Или она без мотора уже? С мотором? Мотор стоит. Да. О. Ну и что, это эмошный? М-Power. Это S50. О, реально М-ка. Да, М-ка. Смотри, ее этот, как его? Ее вин-код на вот. А, 2.802.01, ты его вин-код. типа можно пробить? Да. Прикол. This one 38,000. 30? 8. 38? Сколько? 38 Дирхам или долларов? дирхам. Реально? Где-то... задумался? Да нет, конечно. Просто 700-800 тысяч рублей вот это М3. У тебя задний же? Да. Не подходит? Нет. Ну да, он тоненький. Он для капота. О, да ладно. Морда посмотри. Интересно, это оригиналы? Это же М4 GTS. Я бы такие на М2 поставил. М4. Да. Здесь посвежее машина уже, да? Вот за этот весь комплект 1000 дирхам? Да. Это где-то 25 тысяч рублей. А вот за этот комплект сколько? 15 тысяч, да? Да. Это где-то 350-400. Не знаю, наверное, хороший. Момент этих колес в том, что их просто вряд ли где найдешь, если захочешь. А тут они вот в наличии есть. С этого места я должен был начать сразу, как только машина выехала из порта. Но чуть-чуть опоздал. Здорово, Макс. Подстригся, посвежел, видно, дома был, да? У меня такая же тема. Приветствую. Она по аукциону типа вообще не бита, не крашена. Якобы это все родное. И реально мы посмотрели, у нее крылья не снимались. Капот снимался. Короче, больше за что я переживаю, это за вот этот вот мат. Но я так понял, это можно зачистить и резко заполировать. И сразу их запленить, чтобы они, чтобы они не испортились. А то они могут пожелтеть. Видно, не видно, но не такой, как будто высохший дождь, но который нифига руками не стирается. Короче, кайф ее всю отмыть, попробовать этот весь налет как-то убрать, но я уверен, что он уйдет. По кузову она больше в каких-то пятнах, чем она убитая из-за Типа в химии какой-то? Или что ты имеешь в виду? Химия, может быть, на солнце бывает. Ну да. Вот тут тоже, все облазит. Не ощущение, ее что красили? как будто хочется. А, это уже крашеная, да? Ну, короче, как-то так. Ты как-то знаешь историю этой машины, где она побывала? Ну, вся суть, короче, аукциона в том, что японцы типа такие супер конфиденциальные, и они вот просто отдают машину, чтобы ни с кем не контактировать, там, не искать новых клиентов. Поэтому, есть техническая ее история, все книжки. А так, кто и где на ней ездил, я не знаю. Но она была только в Японии. Только в Японии. Короче, сейчас будет у М3 второе дыхание. Хоть она и вся целая, но за ней явно не особо ухаживали. И реально непонятно, сколько у нее было хозяев. И действительно, я узнал судьбу машин, которые попадают на аукцион. Это просто, как правило, люди, которые не хотят заморачиваться с продажей машин. Им аукцион предлагает нормальные условия. И если она там в течение какого-то количества дней продается в эти условия, то все в плюсе. Если ее долго не покупают, то аукцион уже немного в минусе. Короче, потом всю эту историю расскажу. Это пипец на самом деле интересно. Это прям отдельная какая-то культура. Есть культура перекупов, а есть вот эта аукционная тема, где действительно можно найти очень хорошие машины. Смотрите, что все-таки я заказал и уже пришло. Новый логотип на багажнике. Новый, вообще новый.
Это закладные под него и надпись М3. Ебой. Порядочек. В смысле, это виду даст машине, я уверен, прям свежести моментально. Кстати, на удивление, эти логотипы здесь в салоне стоят сильно дороже, чем я заказал их из Америки. И это тоже оригинальные запчасти, BMW Group, все дела. Они вышли с доставкой из Америки $140. А здесь, без доставки, они в 2 раза дороже. Я не знаю почему. Но самое главное, что они из Америки пришли за 3 дня. My life in the sunshine. Вот на таком прекраснейшем месте, на закатике, на треке, я решил, что по-любому нужно рассказать про все моменты по поводу привоза машины сюда. Потому что в целом ролик по сути посвящен этому, что вот мы с ребятами привезли, купили машины из Японии. Хочу рассказать про, по-любому, ну такие будут вопросы, мол, сколько это все стоит, какие вообще трудности. Значит, по таможне, по вообще всему оформлению машины здесь абсолютно не важно, какая у тебя машина, какой у тебя объем, какого она года. И в круг таможня, техосмотр, оформление, страховка, постановка на учет. Все, чтобы машину легализовать, вот как только ее с порта забрали, привезли, по сути, в местное ГАИ, это все вышло мне 8 тысяч дирхам. Это в район 200 тысяч рублей. То есть за V8, за настоящий немецкий V8 2007 года всего лишь 200 тысяч рублей, таможня, страховка на год. Все, короче, чтобы целый год ты мог здесь ездить. Дальше в этой стране нет абсолютно никакого налога. То есть ты просто платишь за бензин, за обслуживание, за мойку. И раз в год ты платишь за техосмотр. Возможно, кто-то может, так же, как и я, приехал пожить в другую страну и хочет себе купить машину, там, не новую какую-то. Вот поэтому я делюсь этой информацией. Потому что, мне кажется, такие есть. Машины купить в Японии нам помог Абаса друг. Его зовут Мурат. Он в совершенстве знает японский язык и уже очень давно занимается машинами из Японии. У него есть доступы на аукционы. Это на самом деле очень сложно. Так любой человек просто с улицы, у него очень сложно вообще выйти на аукцион и покупать оттуда машины. У него есть такая возможность. И он этим занимается. Поэтому, если вдруг кто-то хочет себе машину с Японии, не обязательно с аукциона, подобрать, посмотреть, найти по конкретным запросам. Вот у нас был запрос 3 белых М3, без проблем нашли. До века с автосалона. Нашим, она была бэушная, но в автосалоне стояла. Наши с Абасом, как я уже говорил, с аукциона. По треку поехал. Феррари. Следующие эпизоды будут с автодрома. В общем, если вдруг кто-то хочет себе привезти машину, можете написать мне, я дам контакты Мурада, либо оставлю в описании Instagram. Export from Japan называется их компания. И у них есть люди и в Японии, которые могут поехать, посмотреть машину, найти на аукционе. В общем, все под ключ. Прям вот до момента получения ее из контейнера. В любую точку мира. Хоть в Россию, хоть, может, кто-то сюда, в Дубай, приехал на время пожить. Ему нужна тачка. Хороший вариант. Потом ее можно продать. Очень полезный контакт, как по мне. Одно дело везти битую машину с Америки, другое дело там с Кореи новую. А вот в Японии какой-то такой хороший вариант найти не каждый может. Опять. Что-то она быстро круг проехала.
Машины в Японии реально в очень хорошем состоянии. Довик тут уже ее нарядил. Я прям очень хотел это рассказать, потому что мне самому была эта вся история интересна, все эти аукционы. Это все очень интересно, и там дофига всяких моментов, которые нужно знать. В том числе нужно знать японский язык. Блин, она опять едет. Ну это прекрасно просто. Ой-ой-ой. Вот это такие же Феррари, как сейчас ездят. Что-то тут у них походу было. Ай-яй-яй. Больно. И, наверное, это очень дорого. Отколотый диск. Куски диска. Жесть. What's that? Нормально? Короче, у нас ранний выезд в Абу-Даби. Сегодня Гран-при, финальный этап Формулы-1 23 года. И нам перепали бесплатно 2 билета. Но самые простые билеты, без мест на трибуне. И вообще непонятно, что там, куда и как. Но мы решили поехать, попробовать. Да, Алин? Потому что это первый опыт посещения Формулы-1. Пусть он будет хоть какой-то. Да, Алин? Давай активнее, включайся, помогай. Сырники у тебя вкусные. В общем, мы приехали на этот остров Яс, где все треки, где все Феррари-парки. Я что думаю, что желтый кейс вообще нет смысла брать. Мы возьмем рюкзак и на всякий случай возьмем GoPro. Такую GoPro, такую и микрофон. Если вдруг не разрешат снимать на камеру, попробую хотя бы хоть что-то подснять на GoPro. Получается, там старт, потом поворот, вот сюда. Здесь, скорее всего, шпилька и длинная прямая. Кто шарит по формуле, по-любому понимают, что это за участок дороги. Мы тут уже катались с Аббасом в каком-то 98-м, по-моему, эпизоде. Кстати, по поводу аккредитации в СМИ. Естественно, я все узнал, как и обещал. В целом, ее можно получить, медиакарту, на один этап или даже можно постараться на весь сезон. Но проблема в том, что формула очень сложное мероприятие, вплоть до того, что у них есть даже авторские права на звук машин. Мне сказали, что даже если ты сюда попадешь как СМИ, ты что-то снимешь и выложишь к себе, есть вероятность, что формула это заблокирует. То есть настолько все сложно. И поэтому в целом необходимость попадания сюда в СМИ под большим вопросом. То, что даже если я сюда попаду, да, конечно, прикольно это все увидеть, походить здесь, но самая основная цель это все-таки что-то снять и показать. Опа, там кто-то поехал, погоди. Это, наверное, F4. Цены на билет, честно говоря, я не знаю. Насколько я там посмотрел по сайту, там они начинаются где-то от 500 дирхам, это где-то 1015 рублей. То есть это что-то типа вот как мы сейчас пришли, у нас нету конкретного места на трибуне, мы просто здесь гуляем по каким-то
оазисом. И вот с каких-то, возможно, точек мы сможем хоть немножко краем глаза хотя бы увидеть, как катаются формульные тачки. Сегодня день квалификации. Это для тех, кто в теме. Завтра день гонки. Я надеюсь, мы досидим и нас не выгонят с этого балкона. И хотя бы краем глаза увидим машины. Ну что, Алина, как тебе, как впечатление, как тебе формула? У Алины, кстати, кепка. Мне ее привез Аббас из Баку, из Гран-при в Азербайджане. И даже есть роспись Тота Вольфа. Но мне важнее всего хотя бы просто вживую услышать этот звук формулы, пока она еще полностью не превратилась в электрическую или в какую-нибудь беззвучную. Хочется просто хотя бы ощутить в ушах этот звук. И я уже буду доволен. Мне этого хватит с головой. Квалификацию по классике на телефоне или на компьютере. Так намного все понятнее, да, Алина? Так там хотя бы все рассказывают, там комментируют, что происходит, туда-сюда. Вот. Видно все. Я, кстати, смотрю формулу всегда в группе ВКонтакте Simply Формула. Так что, если кому интересно смотреть формулу, рекомендую. Это не реклама, просто реально вот его смотрю. Он все грамотно рассказывает, комментирует. Всякие интересные факты исторические рассказывает. Такой шаристый чувак. Мы, короче, едем, да, вот судя по пробке, на очередное мероприятие, которое проходит сейчас направо, которое проходит одновременно в выходные с формулой. Сейчас, короче, припаркуемся, покажем. Ну и куда? Вообще показывает прямо. I see, I'm so sick of you. My brother just another me. Hey. My brother just another me. They want like fuck the clout. We don't link when we in it. We don't link when we out of. Yo, my brother just another me. Hey. My brother just another me. They want like fuck the clout. We don't link when we in the city. We don't link when we out of town. Track hawk race through the city. In the tent like Obama in town. Ну что, предлагаю пойти посмотреть на самый лучший 911, который мы хотим. Пойдем? Вот он. Это вообще мой топ-1 после М2. Просто красивейшая машина. 911 GT3 RS 992.
такой чисто по Сочи поездить вообще. Просто хотя бы раз в жизни повладеть таким 911. Это еще и Wasage Package, типа облегченная версия с карбоновым капотом и еще с какими-то там ништяками. С карбоновым каркасом, но она у него почему-то без каркаса. Посылаю сигналы в небо. Взрослые паршаки собрались. Блин, какие они стильные вообще. Просто идеально сбалансированная машина, как будто вот такая она и должна быть. Ой-ой-ой. Я такого даже не видел никогда. Какой-то концепт, походу. Офигеть. Ничего себе, это что там выехало? Офигеть. So we want to get an insight. What's it like? What is it like owning, living, driving a Carrera GT? Не, это, наверное, участники просто заезжают и рассказывают свою историю про машину. Так, такую я видел здесь в автосалоне, в каком-то продавалась. Я думаю, какие-нибудь задроты Porsche по-любому скажут, что это что-то нереальное. Но я, честно говорю, не шарю и умничать не буду, пока не разберусь. Вот это знаю, это Carrera GT, Porsche на V10, как M5 E60. И вот этот Spider 918 тоже знаю. Красивейшая машина. Вот это какой-то монстр. Mission X называется. Я думаю, что это полностью электроистория. Я даже такой не видел. Что-то супер космическое, карбоновое. Сейчас спереди покажу. Какое-то сумасшествие. Так, а вот там, походу, презентация новой Панамеры. Нас, естественно, фиг позвали. Но вот там вот ее показывают. Это 911 Дакар. Чисто на нем в путешествие поехать. В такое, притом, бездорожное. Короче, насколько я понял, 911 в кузове 992 уже около 15 модификаций. То есть 15 видов разных машин. Там Carrera, Targa, Dakar, GT3, GT3 RS, Turbo S, Turbo. Все, нас все-таки позвали на презентацию новой Панамеры. Вот так она выглядит. В целом кузов, силуэт плюс-минус тот же. Интересно, какие у нее моторы. Симпотно вроде. Вроде ничего нового, но как будто что-то новое. Убрали козырек на приборке. И новая морда. Похоже чем-то на Cayenne. В целом логично. Ну все, посмотрели новую Панамеру, получается. Пару слов про Панамеру. А что изменилось? Хороший вопрос. Просто соотношение стоковой арки и этого колеса. Стилево, нет? Ездила на таком Cayenne? Понял. На каркасе. На Recaro CS ковшах. Стиль, запасочка. Сел, поехал. Кайф. Что-то в этом есть. Вроде Cayenne премиальная тачка, и вот так вот люди их переделывают. Но белый вообще идеал. На светлых колесах, на черных наклейках. Этот вот без этого бейс-пакета, без карбонового капота, без опциональных фар, но на каркасике, на железных тормозах, на задранной подвеске. Мог бы и опустить для красоты. Блин, просто идеальный кузов. А это чисто отец. Гиперкар. Если вдруг кто не знал, у него активная аэродинамика.
У него вот этот спойлер работает как полноценный ДРС в формуле. Поднимается крыло и пропускаемость воздуха больше, и типа он по прямой лучше едет. И снизу под передними колесами какие-то есть тоже закрылки, которые работают прижимной силой, короче. И все с кнопки ты можешь открыть, активировать, и машина по прямой поедет быстрее из-за того, что ей не будет мешать прижимная сила. Короче, целые технологии в одной машине. Огромное количество технологий. И огромная история. Лиманские тачки. Лютая машина. Ну такой бы тоже чисто Сочи Адлер в пробке постоять. Так, еще один GT3 RS, только черный, с красными наклейками. Ну тоже злобно выглядит, но белый как будто ближе по душе. Карбон капот, значит он с пакетом, на опциональных фарах, на карбоновом каркасе и на железных тормозах. О, ростовский, ё-моё, здорово. Тебя легко найти. Да? Просто фонарный столб ходячий. Нормально, ты как? Да, я прям Да стиль. Прикинь, так чисто просто ездить на ней, она всегда была грязная, потому что она типа вот такая стихийная машина. Не знаю, мне кажется, она такая прям какая-то универсальная, понял? Что она типа не гонка какая-то такая, которую жалко, а что-то в ней есть такое. Она какая-то не прям высокая. Но она еще поднимается, в целом она как обычный Кайен по высоте, насколько я где-то слышал. А это вот до Дакар. Из чего сделали новый Дакар. Исторически раллийная типа тачка. Ну не типа, реально раллийная. Catch sun rays on the active run. Get higher, get creative. Jump signifying new age has come. These are times I have the most fun. When it gets heavy and heavier, I just let go. Big stepper, big man, no tiptoe. Except when it's time for calypso. Releasing beasts underneath, cracking out. Let's roar. Come to the depth to find the ocean floor. Only 5 more portals. Whoa. Whoa. Вообще вся эта вечеринка посвящена дню рождения спортивных автомобилей Porsche. 75 лет, как они производятся. Их огромное количество версий, огромное количество поколений. Но вот это, насколько я знаю, может быть я ошибаюсь, самый первый спортивный Porsche. Он не 911, но вот, по-моему, с него началась гоночная история. Но могу ошибаться. Но, по-моему, вот такой же, как на автодроме стоял. 356-й Porsche, первый спортивный серийный. И одновременно с ним был 550-й, который, помните, мы реплику встречали. Да, вот он, 550-й. Но это, скорее всего, не реплика. Потому что на нем наклейка Porsche Музей. Я думаю, что это именно настоящая машина, которая, естественно, уже не ездит. А вот, кстати, Spider RS. То есть есть просто GT4 RS, который самый актуальный, самый быстрый, с атмосферным 4-литровым мотором. А есть Spider, который типа как Boxster, только с такой крышей, как больше похож на Speedster 911. И теперь они сделали Spider RS. То есть это супер бешеный гоночный автомобиль трековый. И вот с такой красивой крышей. И у которого спуск прям над ухом. Мне кажется, это просто ад ехать без крыши с таким впуском, который прям в ухо гудит тебе. Это поколение Каймана уже, конечно, старенькое. Вот это весь салон, этот прям уже из поколения 991. Я думаю, скоро покажут новый Кайман. Ну что, Макс?
Я очень доволен, надеюсь, ты тоже. Не, я вообще в восторге. Все довольны. Если честно, когда ее просто хорошенько помыли, она уже засияла. Так, что мы, значит, сделали? Из сложного это восстановили фары, зашкурили их, отполировали и забронили. То есть они сейчас в пленке. Тут были моменты с крышей, были сколы в лаке и чуть-чуть закапали лак. Ну, короче, это уже, видимо, никак не вылечить. Тоже все полирнули, заклеили в бронь крышу. Сняли тонировку. Это прям очень важно. Новые значки задние. Очень дают виду. Еще с отполированными насадками вообще. Выхлоп очень посвежел. Да. Фонари тоже в бронь затянули, потому что они уставшие. Что мне сказали, он где-то здесь треснутый, лопнутый. Естественно, отхимчистили весь салон, он весь матовый. Он не выглядит на пробег этой машины, если честно. Тачки, которые на Автору продаются с таким пробегом, у них прям, скорее всего, не такой пробег. Еще что самое важное, вот здесь облазил, ну не пластик, а его напыление. Soft Touch, по-моему, это называется. И мне покрасили вот эту всю часть заново. И вот здесь было все подрано. Либо тут, не знаю, детское кресло стояло. Ну, в общем, все вот это восстановили. Фары реально как новые. Еще что я сделал. Пока ребята занимались машиной, я сделал магниты. Теперь весь этот японский подиум не на саморезах держится, а на магнитах. И в любой момент можно вот так снять. И будет голый бампер. С дырками, правда. И поцарапаны, но зато голый. Без номеров машина сильно правильнее, что ли, выглядит, не знаю. Никакие номера мне не нравятся. Ни огромные, ни маленькие. Огромный респект. Илюхе, Косте, Максу, всем ребятам, кто работал над этой машиной, всем московским пацанам из Брукланса огромный привет, большое спасибо. Кстати, да, у нас была проблема, мы говорили, с молдингами, они уже просто все разъелись, испортились, и мы их просто в черный глянец заклеили. Технологии, как мы делаем обычно, это полный разбор, такой глобальный, снятие хрома в химии и окрас последующий. Но здесь, так сказать, решили у нас просто такой, отделаться малой кровью. Да, у нас подход такой, без разбора, чисто поверху наклеили. Мне кажется, лучше точно, чем было. Там, брат, настанут хорошие времена, мы покрасим бампер, покрасим покрасим сиденье, все, короче, уже. Старая BMW, всегда в ней нужно что-то делать. Нет такого, что типа все идеально, всегда находишь, что можно сделать. Под капотку не мыли, потому что опасно из-за того, что здесь есть масляные потеки. Мало ли вода куда попадет, там еще что-то. В общем, пока не стали мыть мотор, пока все не обслужим, не проверим. Очень кайф на нее поставить белые колеса. Я еще на М2 хотел белые колеса. Последний, наверное, вот как Сильвию купил, у меня появилось вот это вот желание белое на белом. Мне кажется, прикольно выглядит. Можно будет с этой машиной что-нибудь сделать. Может быть, с Весолами получится договориться, чтобы они сделали какие-нибудь ковки белого цвета. Все, осталось полирнуть бампер. И можно ехать. Антидождь? Антидождь. Реально? Ты думаешь, все-таки он пойдет? А вы круг будете делать? Конечно. Реально? Реально? Пару слов. Тебе вот как машина, ты с ней поработал 2 дня. Я в кайфе. Не, вот в целом по состоянию тебе нормально? Конечно. Реально? Преобразилась, она еще после мойки стала белая. Ну да. Когда-нибудь я научусь сам полировать, сам заниматься пленкой, мне прям это очень нравится. Я прям хотел пойти на какие-нибудь курсы в какую-нибудь школу и позаниматься, прям научиться все от и до делать. Ну хотя бы уметь самому, чтобы просто свои машины делать. Плюс гараж у меня простой, почти под это подготовлен, там и свет такой же, как тут в детейлинге. Мини-Брукланс у меня там. Я думаю, со временем я обрасту полировочной машинкой, инструментом, потому что тут у меня вообще ничего нет. Блядь, что за она вообще? Крыша засияла. Офигеть, блин, какой кайф. Камера запотела момент. Просто посмотрите. Какие фары прозрачные. Офигеть. Восторг. Мне очень нравится. Крыша реально начала выделяться прям. Да, ее бы на посадочку.
на какие-нибудь диски. Хотя и так прикольно. Я прям кайфую. Не знаю, прям такой кайф испытываю от того, что она вся в стоке. Вся вот как с завода. Hey, how are you? Good? Я даже не успел, показать ваши машины в стоке. Уже тюнинг произошел. Апексы. А она ниже стала или такая Не, была? она такая была. Моя ниже. Так, у Довика теперь Йоленсы стоят. И тоже апексы, но золотые. А что, распродажа где-то была, что ли? Нанканг в круг. Очень похоже на стоковые CS колеса. Ну еще первый алаймент сделали, но еще второй сделает. Впереди слишком высоко стоит машина. Ну да, можно пониже сделать. Алайминг — это сход-развал. Вот он, богатство. Карбоновый впуск. Пленум называется. Как? Пленум. Пленум. Блин, ну вообще круто. Гоночная теперь она такая. Это, кстати, тоже Аббаса машина. Я ее уже снимал, но никуда не вставлял. Он ее купил за $3000. Она, без номеров. В нее варили в каркас, поставили расширение, гидроручник, ковши. Ну, в общем, вот он тренируется дрифтить. И мы, собственно, приехали на дрифт-площадку. Есть дрифт-школа. Ребята будут дрифтить. Я не буду, потому что моя машина еще не готова к нагрузкам. Пока не поменяю вкладыши, больше 3000, больше 4000 оборотов машина не крутится. Брат, Шины жалко. а ты будешь дрифтить? Конечно. Это, переходная F32, 440 уже на B58. То есть у нее дорест фонари. В салоне она, по-моему, уже с рест-рулем. Руль же был уже, да? Да. Она уже, с рест-рулем. Обычно на доресте были 435 на N55. А тут уже типа B58, как в рестайлинге, но она типа переходная. По факту это Supra с тем же мотором, тоже на автомате, но без блокировки, да, она? Да. Ну и она на Акрапович. То есть эти насадки это не фальш. Там реально Акрапович стоит. Вот он, главный фанат на районе. Вот такая площадка. Час езды от Дубая. Естественно, платная. Сейчас я уточню, сколько она стоит. Сейчас еще чуть стемнеет, вот эти все прожектора будут светить, и здесь прям топ. Учитывая весь дрифт, который есть в Дубаях, спасибо, что хотя бы есть какое-то легальное пространство, где можно приехать и покататься. Надеюсь, к следующему эпизоду М3 уже будет обслужена, и ролик начнется прямо отсюда, где она несется боком на второй передаче в отсечку V8, этот звурчит, урчит. Короче, тут очень популярная VQ история. Тут все в основном на зетках катаются. Дешево и доступно. А у них тут прям сервис сразу, да? Да, они здесь все забирают. Круто. Ну вот, так ребята прям на площадке все и делают. Я так понял, у них какие-то учебные тачки, какие-то свои. Тут как будто целиком жопу они сделали. Цельную из пластика. Такое все, конечно, топорное, без какой-то там крутой технологии и подхода. Вот все на полу валяется. Но круто, что есть. Пипец, реально звук. Как будто Supra. Вот круто такую тачку найти на механике, и все, и у тебя полноценная машина для дрифта, считай. Ну, понятно, там доделать ее. Выворот, подвеска, и поехал на сток-моторе. Была бы сейчас тут моя М2, я бы с кайфом покатался на таком пространстве. Но не знаю, хорошо это или плохо, что ее здесь нет. Наверное, все происходит